Здравствуйте, меня зовут Татьяна, и сегодня я хочу с вами поделиться своими впечатлениями о такой пряже Лавита Калзина. Я эту пряжу недавно купила на Вайлдберрисе, поэтому, скажем так, раньше нигде ее не видела. Вот, что касается этой пряжи, это носочная пряжа, в составе у нее 75% супервош меринос и 25% полиамид, то есть обычный какой состав для носков вывязывания. В 100 граммах 330 метров. Но я хочу отметить то, что ниточка довольно-таки тонкая. То есть если ее сравнивать, допустим, где у нас идет 420 метров, так, то она довольно-таки тонкая. На 330 метров, если бы я, допустим, не знала метража, то я бы засомневалась, что здесь 420 метров. Сама ниточка очень приятная, эластичная, мягкая. Вы знаете, ну просто вот удовольствие вязать из нее. Вот. И носочек, который я связала пока один, у нас тоже да, очень такой, ну, очень приятный к телу, поэтому вязать из нее на самом деле одно удовольствие. Вот. Эта пряжа очень похожа на пряжу Gazal Happy Fit. Вот я вязала уже Gazal Happy Fit из носочки. Так, вот одни у меня есть носочки. Вернее, остаток, то, что осталось, я носочки подарила. И тоже осталось от такой же пряжи. Носочки я тоже подарила, у меня их нету. Но вообще, если сравнить вот эти две пряжи, то смотрите, состав одинаковый и метраж одинаковый. Но Gazal Happy Fit все-таки, вот я помню, даже по своим ощущениям, и вот сейчас то, что я вяжу, на самом деле вот получается, что вот эти ниточки Лавита, они немножко тоньше. Тоньше получается ниточка. Сравнивая эти ниточки, мне, вы знаете, наверное, больше все-таки, если бы, скажем так, был выбор, я бы остановилась вот именно на этой ниточке. Но это сугубо мое личное мнение. Покупала я ее на Вайлдберрисе. Она хороша тем, что ее можно стирать в машинке. Вот какие рекомендации дает производитель. Вес одного носочка у меня получился 44 грамма. И я сейчас вам вкратце расскажу, как его вязала. Если кого-то интересует. 68 петель были набраны. Я его набирала на размер 39, но он подойдет этот носочек, носки, на 39 и даже 41. Что касается вот такой резиночки конкретно у меня нет. У меня шла 2 на 2 полностью резинка до пяточки. И у меня получилось где-то 12 сантиметров. Так, после этого я делила вязание на две части и вывязывала пяточку. Так, пяточка у меня вывязана. Здесь они у меня вытянутые петли. Если кто-то не знает, допустим, сколько рядов провязали, то в принципе можно ориентироваться следующим образом. Так, смотрим внимательно на то, что вот у нас была здесь резиночка, потом идет у нас пятка. Так, вытянутыми петлями, то есть мы провязываем одну петлю, снимаем, не провязывая. Так, и вот смотрите внимательно. Вот это вот одна петля, она уже видна даже, что это вытянутая. И считаем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. И дальше еще вот у меня она есть 18. То есть 18 у 2 это 36 рядов я провязала высоту пятки. Так, что касается чашечки. Так, я сейчас вам сниму. Хочу показать еще о том, что вот это вот, смотрите, резинка 2 на 2, любая резиночка, она хороша тем, что стягивает полотно. Так, и где-то пошире нога у кого-то, где-то поуже, она будет все равно хорошо, потому что эта резиночка, она стягивает. Так,
и очень хорошо сидит на ноге. Чашечку я вывязывала лицевыми петлями. У меня здесь посерединке 12 петель, так, а по бокам 11. Я их затем убавляла. Вот. После этого у меня добрала по бокам. Так, по бокам у меня 19 петель. 19 петель, и вы знаете, я их набираю, вот эти вот боковые петли, так, а вот стенки пятки, и получается вот такой вот замечательный край. Так, как получается такой край, я могу вам показать сейчас в своих записях. Вот стенка пятки, как вывязывается, для того, чтобы получился вот такой вот красивый вот этот вот край. Видите? Еще раз показываю. Вот этот вот красивый край. То есть получается вот таким образом. Что касается изнанки, на изнаночной стороне у нас получается вот эта вот стенка пятки. И вот эта вот косичка тоже остается у нас. То есть очень симпатично смотрится. И вывязываю стенку пятки я следующим образом. Вот эту вот часть. Так, после того, как мы паглинок провязали. И вот эту вот стенку пятки делим на половину вязания. Мы ввязываем следующим образом. Первый ряд у нас лицевая сторона идет. Все петли лицевые. Все петли лицевые, то есть получается вот так вот мы пошли лицевые петли. А второй ряд у нас получается изнаночный, потому что мы же перевернем вязание, будем вязать поворотными петлями. Изнаночная сторона будет таким образом. 2 петли первые и 2 последние мы должны будем снять, не провязывая нить, при этом за работой. И таким образом повторяем: в лицевой стороне все лицевые. А в изнаночной стороне, то есть когда переворачиваем вязание на изнаночную сторону, тогда уже 2 первые и 2 последние петли мы с вами будем не провязывать. Тогда у нас получается вот такой вот красивый край. Так, по бокам, еще раз повторяю, у меня было 19 петель набранных. И затем я убавила лишние петли. У меня получилось 8 петель. Так, вот эти вот петли я их убавила. 8 петель. И продолжила вязание до мыска. Так, я всегда отмечаю маркерами, где у нас самый первый ряд после убавочки в пятке. И до начала мыска. Для того, чтобы потом посчитать. Так, где у нас сколько рядов. Так. И то же самое, если вы, допустим, забыли, сколько рядов, не отметили, нету счетчика рядов, или просто, скажем, не вспомните, можно посчитать эти рядочки следующим образом. Так, вот у нас получается маркер я повесила на самый первый ряд, после того, как мы уже будем вязать без убавок. И считаем по косичкам. Вот у нас первая петля, это значит первый ряд, второй, третий, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И таким образом, так, можете пересчитать свои петли. У меня получилось здесь 63 ряда. Так, то есть вот отсюда и до сюда, вот пока я не начала убавлять в мыске, у меня получилось 63 ряда. И затем я уже начала делать убавки в мыске. Убавочка у меня получилась стандартно. Сначала я 7 раз убавила через каждый второй ряд. 7 убавочек. И затем 6 убавок в каждом уже лицевом ряду. На спицах у меня осталось по 8 петель. Я их закрыла петля в петлю. И вот у меня получился вот такой вот красивый край. И вязала я на спицах 100 сантиметров, диаметр 2,5 миллиметра. Если кто-то вязал уже из этой пряжи, хотелось бы, конечно, узнать, поделитесь своими комментариями о своих впечатлениях.
И всем спасибо за внимание. До новых встреч!